Здравствуйте, друзья! Задумывались ли вы, а почему архитекторы приняли решение строить дома из 9 этажей? Не 10, не 12, а именно 9. Оказывается, это было сделано не просто так, есть на то веские причины. В поствоенные годы, а точнее в начале 50-х годов прошлого столетия, в Советском Союзе начала действовать программа массового жилищного строительства, которая предполагала скорейшее расселение коммуналок и выход людей из полуподвалов и бараков. Нынешнее поколение россиян слово «коммуналка» воспринимает просто как звукосочетание, не зная его содержания. А старшее поколение вспоминает о коммуналках с двояким чувством. Там действительно была общая жизнь, особенно на общей кухне. В коммуналках жили по 3, 5 и более семей, люди с разными характерами, с разной жизненной позицией, с разным образованием и с разной биографией. Вместе справляли праздники и беспощадно скандалили. Так в каждом городе стали появляться хрущевки. Росли они как грибы во время дождя. Маленькие площади, низкие потолки, кривые стены, зато свои. И все были счастливы. Вскоре, в 70-х годах, возникла необходимость в строительстве домов более высокой этажности. Так вместе с хрущевками стали появляться высотки. Как правило, это были девятиэтажки. Точнее, это были только девятиэтажки, ничего кроме них. В период массового строительства вышло постановление о том, что новые дома должны быть максимально экономичными, то есть содержать никаких излишеств. Новые дома должны были содержать большое количество этажей, но затраты на их строительство должны были быть снижены до минимально возможных. Высота потолков в таких домах составляла 2,5 метра, на каждом из этажей располагались по 8 квартир, в этих девятиэтажках устанавливали пассажирский лифт и мусоропровод. Позднее на базе этой серии разработали многосекционные девятиэтажки и дома высотой 12 этажей, в которых были предусмотрены трехкомнатные квартиры по одной на этаже. В общем говоря, дом должен быть дешевым, но при этом соответствовать некоторым обязательным требованиям. Удобства жильцов в эти требования не входили, и понятия красота и эстетика тоже не упоминались. Из обязательных требований. По ГОСТу в многоэтажных домах, содержащих более 5 этажей, должен устанавливаться один лифт, а в домах от 10 этажей и выше уже 2 лифта, грузовой и пассажирский. 9 этажей максимум, который может обойтись одним лифтом, экономия на грузовом лифте. Дома, высота которых более 28 метров, в обязательном порядке должны быть оборудованы незадымляемой лестницей. 9-этажные дома строились по высоте примерно 27 метров, экономия на запасных лестницах. При проведении расчетов выходило, что цена 1 квадратного метра в 9-этажном доме была ниже, чем, к примеру, в 10-этажном. Именно по этой причине было принято решение строить дома в 9 этажей. Но дешевизна квадратного метра не стала единственной причиной такого решения. Кроме того, в 70-х годах каждый дом необходимо было обеспечить газом. Для домов выше 9 этажей требовалось строительство отдельной насосной станции. На это было слишком дорого и не вписывалось в бюджет. Ключевую роль в этом выборе сыграли правила пожарной безопасности, которые должны были выполняться неукоснительно, хотя и своеобразно. Если в доме случится пожар, то жильцов обязательно нужно было спасать. Путей спасения всего 3. Кто может, убегает из дома своими ногами по лестнице, если она, конечно, не охвачена пламенем. Кто не сможет спастись сам, того спасут пожарные, они будут выводить людей по внешней открытой незадымленной лестнице или по лестнице пожарной машины, которая подъехала к дому. Высота стандартной механизированной лестницы пожарной машины 28 метров. Именно эта допустимая высота от пожарного проезда до конца верхнего этажа прописана в нормативных документах. Учитывая, что стандартная высота этажа 2,5 метра, прибавляем высоту фундамента или цоколя, то почти во всех случаях, за редким исключением, получается, что пожарная лестница дотягивается только до 9 этажа. Вот и все объяснение, почему не 8 этажей и не 10, а именно 9. Рассматривался также вариант строительства и 14-этажных домов. Расчеты говорили, что данное строительство тоже могло бы стать экономически выгодным. Но при строительстве домов такой этажности предъявлялись особые требования к грунтам. Поэтому 14-этажки разрешалось возводить не везде, и это было проблемой. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что строительство 9-этажных домов было обусловлено экономической необходимостью. Ведь государству нужно было в кратчайшие сроки обеспечить жильем всех своих граждан. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно.
Надеюсь, я понятно вам все объяснил. Если это так, поставьте лайк этому видео, подпишитесь сразу на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных видео. Также рекомендую вам отправить ссылку на это видео своим друзьям и знакомым через мессенджеры. Думаю, это будет им тоже интересно. А сейчас не теряйте времени, переходите дальше на канал и смотрите другие познавательные истории, которые мы для вас приготовили.